Отпадно выглядишь? Что это? Вообще я выбираю только самые лучшие вещи, самые лучшие места. Привет. Привет. Садись. Ты что так подошла загадочно такая, села, вот стоишь и не заходишь. Слушай, ты хотя бы мог меня встретить, мне кажется, и Так, открыть мне дверь. я же не знал, когда ты подойдешь точно, там холодно. Ну, конечно, я замерзла. Я и так 15 вся. минут тебя жду. На улице должен стоять. Ну, ты слушай, как мужик настоящий, мог бы меня встретить, конечно, и открыть дверь, и подождать. Мужики в колхозе. Я мужчина. У тебя такие прикольные башмаки. Вообще выглядишь так ярко. Красные эти колготки. Друзья мои, всем привет! Хочу сказать вам одну вещь, которую в роликах никогда не озвучиваю. Ну, в принципе, в роликах я никогда к вам и не обращаюсь, потому что считаю, что YouTube формат не совсем подходит под это. В общем, я начал записывать свои мысли по поводу женских манипуляций, по поводу этих содержанок, какие-то вырезанные кадры, что там такое эдакое, которое все то, что за кадром. В общем, это все в моем телеграме. В общем, если ты любишь не только смотреть, но и мыслить, welcome в телеграм, ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Без прелюдий, типа. Да, без прелюдий я не люблю вообще вот этих. Прелюдий не любишь? Нет, не люблю. Ого, То есть нифига себе, так. Сразу окей, где? да, что? А мы куда едем, кстати? Ну, давай пообщаемся пока просто. Так, чисто для отвлечения прокатимся, и я тебя послушаю, определю, стоит ли нам дальше знакомиться. Ну, вообще-то я определяю. Ага, ну, давай так, мы вместе определим. Ну, хорошо, ладно. Так. Ну, во-первых... Пристегивайся, если ты за безопасность. Да, расскажи мне, пожалуйста, вообще, чем ты дышишь по жизни? Сколько зарабатываешь? Ну, в первую очередь, меня это интересует. Ага. Дышу воздухом. Очень интересно. Дышу, как все, воздухом. Вот этим московским грязным. Сколько зарабатываешь? Это важно? Ешь ты тоже? Конечно, важно. Ты как собираешься меня вообще возить там на Мальдивы, покупать шубы? Ты видишь, что я, вообще-то... Ну, я вижу, что у тебя шуба есть уже. Зачем еще одна? Ну, знаешь, чем больше, тем лучше. Ясно. Просто 2 минуты знакомства, ты уже мне спрашиваешь, сколько я зарабатываю. Я сказала, что я прелюдии не люблю. Я понял. Ты меня немножечко пугаешь, ты уже такая, знаешь, как ты доминируешь. Конечно. Ты как доминантом. Я сказал, я чувствую, что просто ты уже моя хозяйка. Ну, ты похожа на хозяйку. Кстати, если интересует и это направление, можем обсудить. Но это за отдельную плату. Да? Да. Подожди, уже какая-то плата появилась. Ну, конечно. А ты собираешься что? Мне вот, просто так у нас встреча? Букеты, конфеты, нет. Нет, такой вариант. Я встречаюсь с мужчинами для того, чтобы такую красоту поддерживать, понимаешь? Возить на Мальдивы, Гоа, на какие-то курорты. Меня не волнует, не интересует вот эти вот обнималки под какими-то, не знаю, подворотнями и тому подобное. Кафешки, мачки, прочее. Поцелуи в подъезде исключены? Нет, да. Да? Да. То есть подожди, тебе мужчина нужен, чтобы он тебя просто возил, спонсировал, так, я правильно понял? Да. И ты прямо вот в лоб это говоришь? Да, я говорю. Не стесняйся. А зачем мне скрывать? Я любви уже вот так вот наелась, понимаешь? Зачем мне это? Зачем? Для чего? Для того, чтобы выращивать из вас что-то, а потом оставаться на улице недостаточно. То есть, ты спонсировал кого-то, и они ушли? Это уже не важно, что я делала. Расскажи мне интересует твой заработок и, вообще, какие у тебя есть увлечения. Ну, может, все-таки там катаемся на лыжах, съездим в Куршавель, например, или еще куда-то, конечно. А что не Сочи? В Сочи уже была и не раз. В Куршавеле то же самое. Я понял. Зарабатываю потихонечку. Расту. А сколько? 1200 будет. Как-то маловато. 200 тысяч? Конечно. Это мало? Конечно. А сколько нужно? Меньше 500 даже и разговора не может быть. Мне только на одни массажи, салоны, рестораны. Как ты думаешь? Я не знаю, вообще ты в этой жизни? Я в этой жизни. А в рестораны часто? Ты каждый день? Или что? Да. Ты не готовишь? Я не очень люблю. Я люблю, когда мне приносит мужчина на завтрак. И, к примеру, там, черную икру я люблю. Черную икру? Да, а что? Ты знаешь, что она $500 сейчас стоит баночка? А ты считаешь, что? Мне яйца в смятку по утрам?
Но от тебя, наверное, только это я могу. Ну, ожидать. почему яйца с мяткой? Яйцо пашот. Пошел. Я умею. Пошел. А ты сколько зарабатываешь, я извиняюсь? Я достаточно зарабатываю. Ну, просто ты такая требовательная, требуешь от мужчины, и как бы ты должна, по идее, соответствовать. Я соответствую по всем параметрам, которые есть. А чем занимаешься? Я занимаюсь тем, что я живу и доставляю удовольствие себе и мужчинам, которые рядом. Судя по всему, мужчинам, у которых есть деньги, ты тоже доставляешь удовольствие. Да, почему бы и нет? Почему? Это такая же работа, вдохновлять людей. У меня дар. Я могу из каждого нищеброда сделать богатым человеком. То есть ты из меня потенциального олигарха делаешь? Могу. Да? Да. А у тебя палочка какая-то волшебная или что? Ну, Как кстати, ты это делаешь? я могу, ты так, ничего вроде. Это в каком смысле? Да, в том, чтобы из 7 человека сделать. Тут какая-то машина непонятная вообще. Ездишь на чем-то. А Что за марка вообще? Это Я Kia? даже не знаю. Кошмар какой-то. А почему хорошая машина? Не знаю. Ну, надежная, хорошая, комфортная. Ты же едешь сейчас, комфортно тебе? Нет. Ну, здесь нет какого-то, я не знаю, климат-контроля, Почему? какие-то Есть вот кресла климат-контроль как раз непонятные. таки Не знаю, включен. мне не нравится. Я, например, вот что могу тебе предложить. Давай. Давай, Мы предложи. можем с тобой заключить контракт. Чего заключить? Контракт, Контракт? да. Типа брачный договор или что? Ну, не совсем. Он Что за такой контракт? был. Расскажи. Ну, например, Так. через определенное время, просто это вопрос к тому, что как я вдохновляю мужчин, и как я из нищебродов делаю богатых людей. Через полгода твой заработок увеличивается в 3 раза. Мы заключаем договор, что 60% от заработка мой, а 40% твой. Будущего заработка. Ну, а сейчас это, конечно, каждый ежемесячно 200 на содержание и на какую-то подпитку твою. Но это не означает, что мы только с тобой вместе. То есть, соответственно, у меня еще могут быть какие-то отношения. Подожди, Да. мы заключаем договор, я должен с него платить, плюс будущая моя прибыль 60%, и еще у тебя параллельно какие-то мужчины будут, правильно? Конечно, конечно. Гениально, ты вообще хочешь устроить. А как ты думал? Я вообще в шоке, такой первый раз слышу. Серьезно? Ну, если ты хочешь стать богатым и выйти вот из этого вот всего, нищебродства, господи. Слушай, это очень похоже сейчас как втюхивание, впаривание какого-то тренинга личностного роста. Вот у тебя все будет круто потом, ты только сейчас заплати, подпиши и бла-бла-бла. Как ты хотел? Ну, Надо крутиться, мой дорогой. я хотел, как обычно люди встречаются, там они общаются, у них возникают какие-то чувства, эмоции, они начинают друг с другом взаимодействовать. Я говорила о том, что меня не интересует. И я вообще совершенно не верю вот в эту любовь непонятную к Почему? чему-то. Потому что я уже наелась ей. У меня уже было столько этой любви, от которых ничего хорошего не осталось совершенно. Ну, у тебя, короче, какой-то плохой негативный опыт, да, и боль, и ты обиделся на все это. И решил мстить всем мужикам другим, правильно Нет. я понимаю? Я не собираюсь мстить. Я же не делаю ничего плохого. Я, наоборот, вдохновляю. Люди со мной, мужчины, растут, понимаешь? Хорошо. Они богатеют. Если ты говоришь про контракт, вот давай тогда обсудим. А как ты вдохновляешь, что происходит, откуда у меня возьмется какой-то вот такой доход? Ну, это уже мой секрет. Ну, так ты же как-то будешь делать, это же надо раскрывать. Конечно. Просто конечно. надо понимать, на что я подписываюсь. Ты хочешь, чтобы я что-то подписал, там, не зная деталей. Ну, я думаю, что тебе не стоит об этом задумываться, да и ты не поймешь. И еще я могу сказать, что такие вещи, они не рассказываются, потому что это мой личный секрет и мой личный. Ну, хорошо, ладно, что Да. я еще получу? Ласку, там, все дела, или что вот входит? Ну, во-первых, мы должны выезжать на отдых, мы должны ходить в рестораны, салоны. Все это входит в стоимость непосредственно для того, чтобы
я могла, и у меня были силы вдохновлять себя на То есть свой это рост. входит в 200 тысяч, которые я буду каждый месяц отчислять, Ну, или что? 200 тысяч это до того времени, пока ты начнешь зарабатывать. Ну, А салоны вот это все красота входит или это сверху? Это сверху, конечно. Тебе еще придется подзарабатывать где-то. Гениально ты думаешь, придумала. То есть конечно. я плачу 200 тысяч, я плачу, судя по всему, рестораны, значит, спа, всякие массажи, да, красоту. Правильно я понял? Да, Сверху. да. То есть это уже 1400-500. Параллельно у тебя какие-то мужики еще, которых, видимо, ты тоже окучиваешь. И потом, если у меня какая-то прибыль, то я еще должен... А как ты этот Конечно. контракт вообще составишь? Мне просто интересно, что там написано. Юридически. У меня уже он составлен, есть контракт. Это не проходит по закону, как мошенничество? Нет, не проходит. Не проходит, там все Нет. четко, да? Да, все четко. Адвокаты, юристы, все. Лучшие юристы делали, да? Конечно, конечно. У меня все чистенько. Слушай, с тобой так, Да. мне кажется, без штанов останешься, а не с доходом там огромным. Ну, ты ошибаешься. Но у тебя есть какой-то такой опыт? Есть у кого отзывы получить хотя бы? Отзывы. Да. Нет, я о своих клиентах не распространяюсь. Потому не что раскрываешь, это, да? Да, потому Ага. что это достаточно популярные люди, которые, мужчины, которые добились уже многого сейчас ого-го где, понимаешь? А были тоже вот непонятно, где-то там ползали, и даже такой машины не было. Просто интересно, Поэтому- кто же это люди? Кто это? Кого ты так вдохновил? Кто? Киркоров? Кто там? Лазарев? Там, не знаю, Путин? Поэтому такой крутой, да? Кто? С Владимиром Владимировичем я еще не встречалась. Ну но, хотелось бы тоже контракт с ним конечно, подписать. Конечно, но это уже на оздоровление. Ну, слушай, мне кажется, это должна быть На твоя долголетие. мечта, потому что подписать, что он 60% будет тебе отдавать, это, мне кажется, ты будешь вообще Ну да. в триллионах долларов купаться. Ну, мне же есть к чему стремиться. У каждого есть свои цели. Вот у тебя есть какие-то цели в жизни? Ну, мне как-то попроще же цели. Явно не встреча с Путиным. Ну, у меня есть. 100%. Я хочу, да, встретиться. И даже если будет контракт, это потрясающе. Поэтому свой рост у каждого в своем направлении. Вот у меня свой рост. Свой рост. Я вижу президента в своих... В своих чарах. Между прочим, очень милый мужчина. Да? Ты так считаешь? Я уверена. Секси Очень такой. харизматичный. Ну, не спорю. С голубыми глазами. Ну, и- Даже такой чуть. Ну, интересно, интересно. Я думаю, побеседовать можно было бы о многом. Вот, Ну, у тебя мечты. конечно. А я по мелкому не мечтаю. А зачем тогда жить? Для чего? Ну да, должна быть мечта. Вот. Согласен. И еще мне нравится, почему я берусь за вот таких вот людей, как ты, потому что, ну, хочется как-то что-то вот сделать в этой жизни, помочь людям, хотя несмотря Помочь на то, людям что- расстаться с деньгами. Да, да. Потому что, а зачем они вам? Зачем вам много денег? Вот там есть куда тратить, а Куда? вам? Ну, вот тебе зачем деньги? Куда ты будешь Мне? тратить? Кроме красоты. Ну, я, например, хочу еще дом себе огромный. Возможно, остров Типа приобрести как в через Геленджике у время. Путина. За миллиард Может быть, рублей там. даже, ну, может быть, даже для меня лично что-то другое в каком-то другом месте. Ну, в общем, планы у меня... Блин, капец, зачем ты меня очень потрясающие. смешишь? Я бы на его месте с тобой бы не связывался, а то будешь ты президент, а не он. Отожмешь знает? должность просто. Кто знает, может быть, и я стану президентом. Тут дело такое, жизнь, знаете как. Ну, только придется всем бывшим заткнуть рты, конечно же. Вот. Ну, ничего. У нас есть что там, бутырка, не бутырка, я не знаю, что там. Ну, в общем, всех туда и все, молчок. Блин, Ну, в ты общем, очень всё интересная решаем. мадам. Да. Прям вообще выглядишь Да. ярко, как красочные такие волосы, огненные, прям пожар. Ну, Что? то есть, ну, ты тоже знаешь, как бы, что-то вот можно сделать. Можно, Например? можно из тебя что-то какого-то Алан Делона, что ли. Да что ты? Ты меня сравнишь с Немножечко Аланом, это, круто. ну, немножечко что-то есть. Ну, в общем, что, давай мы как-то... Ну, ладно, я еще хотела вот что спросить. Так. Чем ты увлекаешься? Ну, хотя бы как-то понять. Мы как-то будем куда-то
выезжать, ходить, там, гулять. Увлекаюсь театр, музыка, не знаю, могу в ресторан сходить, и кальян покурить могу, там абсолютно разные выставки, какие-то культурные мероприятия, много чего. А стихи знаешь? Стихи? Да. Сейчас особо не вспомню. Жаль. А ты знаешь? Мне вдохновлять тоже нужно. Ну я их могу с листа прочитать, там, с телефона. Наизусть лучше. Не, наизусть нет. У меня не столько памяти. Очень плохо слова запоминаю. Ладно, проехали. Расскажи мне, почему ты решил со мной встретиться? Ну, я подумал, что прикольная девушка, такая яркая, огненная. Очень прям врезаешься прям в глаза. Так образ, да, такой яркий. И чего бы нет, встретиться, может, нормально, вменяемо. Думал, не меркантильная. Ошибся. Ошибся? Да. Но я тебе скажу, что по поводу 200 тысяч я соврал, я сейчас получаю 80. Господи. Это я так накинул пух, потому что увидел, что ты очень про деньги что-то гнешь. 80 тысяч рублей, вот я $1000 зарабатываю. Нет. То есть я 200 тысяч не смогу себе позволить там тебя, ну, если только кредит какой-нибудь. Она в будущем, но ты же инвестируешь, правильно, на мой будущий доход? Нет, ну это очень мало. Ну это вообще не... Это прожить невозможно Почему? на эти Я как деньги. живу, Потому что... машину имею, там, не знаю. Нет, ну что это за машина? Я не понимаю. Нормальная машина, это какая-то- Kia Rio, хорошая машина. какая-то Корейская. фигня какая-то, а не Нет. машина. Почему фигня? Ужас какой-то. Ты же едешь комфортно, она едет, все нормально. Не на «Жигулях» же едешь. Нет, мне кажется, у нас что-то разговор не выйдет там. Услышал, короче, про мои деньги, что я соврал, да, и что мало зарабатываю. Ну, это по твоим очень- меркам. И все. Это очень мало, понимаешь? Очень мало. Что с ними делать? Куда мне их? Я даже не знаю, мне сходить один раз в магазин. Ну, хорошо. Сходишь один раз в что? магазин, у тебя же другие кавалеры будут, ты говоришь. Но это уже мое дело, а я в тебя свою энергию инвестирую, понимаешь? Ну, я в тебя тоже энергию инвестирую. Что же на тебя энергия Какая тратить? энергия? 80 тысяч. Господи. А у тебя энергия это эквивалент энергии это деньги? Энергия – это деньги, да. Деньги – это не энергия. и власть. Капец, бедный Власть. Путин. Да. А почему бедный? Он богатый. Наоборот. Если с тобой повстречается. Не, ну может ты на приколе прикалываешься, нет? Еще на 5-10 сроков после меня останется. Ну, мне кажется, столько людей не живут. Ну тогда я буду. Слушай, мне надоела твоя машина, вот это вот какая-то непонятная вообще. Все это какой-то кошмар какой-то. Моя машина засираешь вообще, не пойму. Да мне Нормальная надоело машина, уже, алло. понимаешь, вот Что это вот надоело? какие-то 80 тысяч меня вытащило, у меня время, понимаешь, вот совершенно времени нет, понимаешь, на вот таких вот нищебродах, как Капец, ты психанул. Слушай, Нормально да- все было, когда 200 тысяч было, а Нет. сейчас это сама. Слушай, мне надоело, я не хочу, останови меня быстро! Мне надоело уже, кричишь? понимаешь, вот это вот Ты чё кричишь? встречаюсь каких-то идиотов постоянно, А, ну которые ты- вообще мне просто, понимаешь, вот здесь вот до дури Ну, уже. Хорош. Останови Всё, уже. остановил, давай. Все. Все. Goodbye, my cat. Муа.